Петербург многоликий и противоречивый. Город, который должен был стать символом великого будущего России. И город, который стал символом его трагической истории. И город, который воплотился в образах великой русской литературы. И именно произведением петербургской литературы был посвящен наш курс «Петербургские перекрестки». Из чего же строится образ Петербурга в русской литературе? Топосы города, наверное, начинаются здесь, у реки. Река, болото, гранитная набережная, широкая площадь, с колонной или без, арки дворцов, дворы-колодцы. Из этого состоит город. И в этих топосах, в этих местах происходят события русской литературы и русской поэзии. На петербургских набережных особенно ощущается заданный еще Петром Великим конфликт человека и природы. Город пышный, город бедный, дух неволи, стройный вид, свод небес, зелено-бледный, скука, холод и гранит. Река становится главной артерией города и одним из главных образов петербургской литературы. Что за пламенные дали открывала нам река, но не эти дни мы ждали, а грядущие века, напишет о Неве Петровне Александр Блок. С Медного всадника и египетских сфинксов начинается скульптурный, архитектурный образ Петербурга. Сфинксами Михаила Шемякина он заканчивается. Точно так же, как петербургский текст русской литературы начинается со стихов Державина о реке времен, которая в своем течении стирает все дела людей, и с Медного всадника Пушкина, и заканчивается реквиемом Ахматовой и стихами Мандельштама. «Царица грозная Афина, сними свой каменный шелом, в Петрополе прозрачном мы умрем, здесь царствуешь не ты, а Прозерпина». Петербургские поэты воспевали набережные, площади, памятники. Петербургские прозаики писали о петербургских углах. Гоголь, Достоевский. Главным местом действия их произведений были петербургские дворы-колодцы. И без этих замкнутых, глухих пространств невозможно представить образ петербургского текста. Петербург торжественный и парадный. Петербург дворов-колодцев. Петербург величественный и Петербург-призрак. Его нельзя представить без того, о чем еще написал Пушкин. Все же жаль мне вас немножко от того, что здесь порой ходит маленькая ножка, бьется локон золотой. Город живет, и мы рады, что мы встречались с вами на его перекрестках.